А, Ж, И, Щ, твердый знак, З. Ну что, догадались? Все верно, это буквы русского алфавита. Вы спросите, буквы? А как же это? На самом деле это тоже буква, но, как говорится, все по порядку. В русском алфавите 33 буквы. Это больше, чем в языках латинского алфавита, так как в русском языке на каждый звук есть своя буква. Например, в английском 26 букв. Но начнем мы с традиционной для всех буквы А. А является первой буквой кириллического алфавита. Истоки восходят к древнегреческой букве альфа. А альфа, в свою очередь, произошла от финикийского алеф, обозначающего согласный гортанный звук. По наиболее популярной версии начертание алефа возводится к рисунку бычьей головы. В старо- и церковнославянской письменности буква называлась аз, что на современный русский язык переводится как местоимение я. В литературном русском языке, в зависимости от места в слове, произношение буквы А отличается. Если слог ударный – река, звук произносится как А. Если слог предударный – паром, произносится тоже как А. А в слоге после ударения – носа, буква А произносится как звук, все верно, твердый знак. В слогах без ударения на месте буквы О произносится буква А. Гора, росла. Везде, где есть безударное О, мы произносим букву А. Корова. Кора. Но есть иные случаи, например, болото. Здесь в третьем слоге звук будет ближе к твердому знаку. В связи с этим зачастую слова с безударной А нельзя на слух отличить от слов, где на том самом месте написана какая-то гласная. Вот еще пример. После шипящих в безударном слоге иногда как звук И. Часы. Что ж, а теперь давайте попробуем произнести несколько слов с разной буквой А и звуком А подряд. Готовы? Начали. Апрель. Алмаз. Атлас. Аист. Топор. Робот. Стена. Город. Азбука. Надеюсь, у вас получилось. Последнее слово было азбука, и это не просто так. Дело в том, что в русском языке аналогом слова алфавит является как раз азбука, и образовалось оно от старинных названий первых двух букв – аз и буки. На сегодня это все. Ждем вас на следующий урок, где мы познакомимся с буквой Б.